Всем привет! Сегодня у нас расклад «Деньги и любовь. Какие тебя сюрпризы ждут?». И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, единички. По сигнификации первая карта — это вот что сейчас творится в твоей жизни, как с деньгами, так и с любовью. А ты сейчас, знаешь, вот как вот робот с железной жопой. В деньгах полный контроль. Каждая копеечка у тебя на счету. Все планы у тебя там на 3 года вперед расписаны. Ты по графику живешь. У тебя ни спонтанности, ни риска, только вот холодная голова, холодный расчет. И у тебя любовь под этот пресс попала. Твой мужчина, он уже давно не чувствует от тебя тепла. Ты к отношениям подходишь как вот к бизнес-плану, к бизнес-проекту. Ты мне, я тебе. Давай мне отчеты о потраченных эмоциях, мои лучшие годы все на тебя. И давай график свиданий создадим, график компота также. Но человек же не Excel. Деньги есть, стабильность есть, а искорки нет. Ты отгородилась стеной от него, из прагматизма вот этого. И сейчас тебе кажется, что все хорошо. Но на самом деле ты напряжение копишь. Это, знаешь, вот как говорится, в кошельке толсто, а в душе пусто. И вот эта железная дисциплина, она тебя скоро сломает, если ты не разморозишься. Люди рядом с тобой либо сбегут от твоего вот этого чрезмерного контроля, либо марионетками станут. Но деньги, да, ты ими управляешь гениально, но они стали твоим щитом от жизни. А любовь, она задыхается в твоих тисках. Какой сюрприз в деньгах тебе готовит Вселенная? Финансовое цунами, вот если можно так сказать. Вселенная, она тебе подкинет возможность неожиданную, типа вот выгодной сделки, резкого карьерного взлета. Но это будет не вот это вот «ура, денег мне привалило», нет. А скорее вот все рушится, что делать. То есть твой вот этот уютный мирок с четкими планами накроется медным тазом. Потому что, знаешь, через хаос тебе дадут шанс заработать в разы больше. Но для этого нужно будет выйти из своей, как говорится, скорлупы, норки и рискнуть. Вся твоя вот эта система, я все контролирую, каждый шаг, все, это все трещину даст. И придется действовать на интуиции. И вот эта встряска, она будет больненькой. Зато выбросит тебя на новый уровень доходов. Но если ты испугаешься и зажмешься, то все, как говорится, прокакаешь. Тебе, скорее всего, предложат вложиться вот в рискованный, но вот такой супер перспективный проект. Голова будет кричать «нет», а надо будет сказать «давай». Вот не упусти вот этот адреналин, потому что за ним деньги. Какой сюрприз Вселенная в любви готовит? Тебя ждет либо вот дикая страсть, либо разборки, вот если у тебя мужчина есть уже. Сюрприз в том, что ты встретишь человека, который не впишется в твои графики. Это будет или новый мужик, да, который вломится в твою жизнь, как ураган, или вот нынешний мужчина, он клыки тебе покажет. А суть в одном – тебе придется выбирать, оставаться в своей клетке из правил
или контроль отпустить и дать немножко волю чувствам. Этот человек, ну знаешь, неважно, старый или новый, он будет тебя провоцировать. То ревность вызовет, то вот ржать до слез заставит, то до бешенства доведет. Все для того, чтобы ты перестала быть роботом и начала чувствовать. Понимаешь? Ай, как ты можешь проворонить все это? Ну, знаешь, это просто. Достанешь бутылочку вина, включишь сериалы и сядешь ныть, что все пропало. Вот тогда ты просрешь все. Твои беды будут в твоей же голове. С деньгами ты испугаешься рисковать, начнешь там за старое цепляться, проигнорируешь мужика нового, который тебе золотую жилу предложит. С любовью копаться в прошлом будешь, выискивать подвохи, отношения саботировать, типа вот, знаешь как, я же знала, что все мужики козлы. Ты можешь уйти в себя, замкнуться, начнешь винить всех вокруг и решишь, что лучше одной быть, чем снова ошибиться. И это будет твоя ловушка. Ты выберешь иллюзию безопасности вместо реальных чувств и реальных возможностей. И самый опасный сценарий — это ты на какого-то мудака поведешься, который тебе звезды наобещает, а сам сольет твои деньги. Или влюбишься в свое отражение. То есть, знаешь, вот в того, кто так же боится жизни, как и ты. Прятаться не смей. Увидишь, что тянет в болото привычек, сразу убегаешь. Знаешь, сейчас нет времени для какого-то страха. А ты их себе очень прекрасно придумывать умеешь. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Для сигнификации, что сейчас творится в твоей жизни с деньгами и с любовью. А ты сейчас как заведен. Ну, у тебя в деньгах полный порядок, но до нервного тика, до первого. У тебя каждая копеечка под микроскопом. Ты практически не отличаешься от единичек. У тебя тоже планы на деньги расписаны до 2159 года. А вообще спонтанная покупка — это вообще для тебя преступление. Ты деньги превратила вот в тюремщика своего. Сама сидишь в клетке из графиков, из таблиц, и дышать страшно. А в отношениях это тоже аукнулось жестоко, потому что твой человек уже месяц как ходит мимо тебя как призрак, потому что ты его душишь своими вот этими правилами. Ты с ним разговариваешь как вот с неодушевленным предметом, как с отчетом. Холодно, четко, без права на ошибку. Он тебе про чувства, а ты ему про рациональность. Ну, любовь же это, ну, не шахматы, да, не шахматная партия. А ты все пытаешься просчитать ходы. Пока ты денежную крепость строила, ты забыла, что в любви стены они мешают только. Ты отгородилась же не только от рисков, но и от всего живого. И вот эти твои бесконечные надо правильно», они страсть всю убили. Оставили только вот скелет от отношений. Деньги в порядке, да, но цена какая? Ты спишь рядом с человеком, который просто уже не верит, что ты способна на теплое слово. И самое хреновое, ты даже не замечаешь, как ты сама роешь эту яму. И вместо того, чтобы обнять, там, поцеловать, лекцию читаешь. Вместо того, чтобы послушать, включаешь у себя вот этот калькулятор в голове.
Ты не враг, но ты ведешь себя как вот злейший супостат этот, как и бусурманский. Только ты супостат своей же личной жизни. Какой сюрприз в деньгах? Ну, тут, знаешь, вселенский пинок под зад. Потому что скоро шанс придет резко изменить вот денежную ситуацию в твоей жизни. Но не через тяжелый труд, а через что-то, что потребует от тебя доверия, понимаешь? То есть доверие вот это самое, от чего тебя тошнит. Потому что у тебя сердечко на замочке, ключик в этом, как его, в яйце, яйцо в курице, курица в зайце, заяц улетел на Марс. Вот. И речь будет о предложении, где нельзя будет все контролировать заранее. Это какой-то проект, о котором ты забыл. А суть в том, что нужно будет рискнуть, не имея всех данных. И вот это сработает. Но только если ты перестанешь вылизывать каждую циферку. Вот как кошка котят вылизывает, вот ты так делаешь с циферками. Сейчас ты на взводе, ты готова отказаться, потому что у тебя там это слишком неясно, где гарантии, вот это все. Но Вселенная тебя ломает. Либо ты прыгаешь в эту авантюру с головой, либо потом годами пилить себя будешь то, что ты упустил. Это не лотерея, нет. Это реальный шанс, просто он непривычный. И твоя задача не угробить вот этот шанс своим гиперконтролем. Подвох не нужно выискивать. Не требуй там 100 доказательств. Просто скажи «да» и действуй. Страшно, да, но если ты сейчас не переборешь свою паранойю вот эту, то ты будешь рвать волосы себе в самых интимных местах. Будешь вспоминать, как отдала возможность более, как говорится, смелому человеку. В любви сюрпризы. Ну, тебе нужно будет, придется, как сказать, выбирать между удобством и настоящими чувствами. А ситуация какая будет? Ты человека встретишь, который встряхнет тебя. Не тот, кто вписывается в твой график и молча твои заморочки терпит, а тот, кто заставит тебя чувствовать прям по-настоящему. Со всеми соплями, истериками, ночами бессонными. И это тебя до усрачки испугает. Потому что он не будет играть по твоим правилам вообще. Ни отчетов, ни там планов на 5 лет вперед. Нет, он будет жить здесь и сейчас. И вот тут тебя вот как раз начнет рвать на части. Потому что, с одной стороны, привычная стабильность твоих сейчасшних отношений, да, где ты главное, где все предсказуемо, где можно не париться, а с другой стороны, вот этот беспечный черт, который тащит тебя за собой в неизвестность, можно сказать, в ад. И Вселенная поставит тебя перед фактом. Или ты продолжаешь любовь душить в тисках вот этого контроля, или разрешаешь себе наконец-то дышать полной грудью. И тут не про измену, нет, это про честный выбор. Твой нынешний партнер — это твоя зона комфорта, но зоны комфорта, они не растут, они гниют. Проворонись как можешь. Да легко, просто продолжай в том же духе и все профукаешь. Тут, знаешь, тут все просто. В деньгах получишь вот это выгодное предложение, но вместо вот этого «да» ты устроишь 5-летние исследования, чтобы сказать «да». Будешь выпрашивать гарантии дополнительные, требовать там встречных каких-то условий, перепроверять каждую запятую. В итоге тебя просто пошлют. Твой перфекционизм, он убьет золотую жилу. А в любви тут еще проще, даже трактовать не нужно. Когда вот появится тот, кто огонь в тебе зажжет, ты просто начнешь паниковать. И вместо того, чтобы сердце свое слушать, ты допрос с пристрастием устроишь. Типа вот знаешь как, а сколько зарабатывает, а квартира в ипотеке,
А детей хочет, а сколько, а когда. И вот пока ты будешь выстраивать вот эту, как сказать, шеренгу своих требований, он просто уйдет. Потому что, ну, никакому адекватному человеку не захочется быть проектом, а не любимым человеком. Ты можешь просрать все одной фразой. Давай сначала все обсудим и распланируем. Все. Это точка. Это твоя, вот это вот, как его, броня от жизни. Но в броне чувства они не живут. Там же душно, там тесно и так далее. Тебе нужно будет вылезти из этого панциря, пока не поздно. А больше никак, а что ты хотела? Тут даже трактовать карты не нужно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, что сейчас в твоей жизни с деньгами и любовью творится, как сигнификация? Ну, по деньгам у тебя сейчас как у белки в колесе. Вроде все крутится, да, но ни хрена ничего не двигается. Ты на позитиве, как вот бабочка, летаешь, тратишь на ерунду, то новая кофточка, то кафешки, да, потом ты удивляешься, куда зарплата провалилась. Ты думаешь, что халява вечная, что ли? Нет, это не успех, это твоя наивность. Ты как дитё малое, радуешься блестяшкам. А чего там на счету, ноль внимания. У тебя нет вот этой вот, как называется, финансовой грамотности. Вообще нисколько. И любовь у тебя такая же пустышка. Вроде цветы, подарки, улыбки милые. Но спроси, о чем ты вообще говоришь? Вот ни о чем. Ты влюблена в картинку, а не в человека. Он тебе комплименты, а ты даже не замечаешь, что за его словами пустота. И вот знаешь, что самое страшное? Ты даже не напрягаешься. Деньги, как вода, утекают, чувства поверхностные, а ты сидишь, как принцесска на троне, из вот этих вот конфетных фантиков. Но конфеты-то скоро сожрут, и трон развалится, проснись уже. Ты же не в сказке. Пора голову включать, а не ждать, что все само собой и где-то там уляжется. Деньги требуют дисциплины, а не спонтанных. Ой, вот эта новая сумочка, я ее возьму. Ой, вот на это как Валберес Озон и другие площадки, ой, куплю. И в отношениях. Либо глубина, либо иди гуляй. Сейчас у тебя ни того, ни другого. Это знаешь, как говорится, не обманывайся солнечной погодой, гляди под ноги, а то в яму свалишься. Вот примерно вот так. Какой сюрприз готовит тебе Вселенная в деньгах? Ну, знаешь, с деньгами тебе вот подкинут возможность денежек поднять. Но это не лотерея, это будет работа. Вот я объясню. Знаешь, вот представь, ты годами семечки щелкала, лузгала, и тебе тут говорят: слушай, есть такой бизнес, нужно пахать полгода, зато потом будет хорошо. И это будет не просто болтовня. Это будут конкретные люди с реальным планом. Может, коллега предложит совместное дело, да? Подруга позовет там в стартап свой. Суть в том, что этот шанс, он не мгновенный. То есть не жди, что завтра ты станешь богатый, да? Проснешься, а тут у тебя уже дворецкий стоит, чаечек тебе наливает. Тут надо вкалывать. Тут надо терпеть и не сдаваться. И команда важна. Если будешь упрямиться, все на себе тянуть, то ты просто обломаешься. Научись доверять другим. Научись делегировать, слушать советы, потому что ты еще советы не любишь.
Вот прям вот если тебе советуют, ты сразу «я лучше знаю». Это как вот сегодня комментарий прилетел. «Я была раньше кубковая, стала мечевой». Спрашиваю, это как? Он говорит, ну энергии. Какие энергии? Поломанная кубковая, это не значит, что ты мечевая. И по королевам, по сигнификации королевы, королевы, говорю, мечи — это воздух, жезлы — это огонь, кубки — это вода, пентакли — это земля. Все, никак по-другому не придумывать не нужно. А у вас, если я мечевая, но я влюбилась, я стала кубковой, это как? Это как? Поломанная мечевая — это не значит, что ты кубковая. А кубковая поломанная — это не значит, что ты мечевая. В твоем случае нужно, знаешь, не вестись на обещания красивые. Ни в любви, ни в деньгах. Глубже копай. Еще раз повторюсь, это не халява. Нет. Это вот как дерево посадить, да, яблочное, оно же не даст тебе вот на следующий день яблоки, да, нужно поливать, удобрять, и там через какое-то время оно плоды даст. А если халтурить, то останешься с пустыми руками. А ты же еще дела до конца не любишь доводить. В любви какой сюрприз? Развод тебя полный. Ну, в смысле не такой, а вот знаешь, вот появится мужик, вот такой резкий, напористый, слова правильные говорит. Будет, знаешь, носиться как угорелый. Ты самая особенная, давай все бросим и уедем, я тебя спасу. И ты, как дурочка, поведешься, потому что скучно стало в твоих конфетно-букетных посиделках. А потом окажется, что это просто ложь. Он или ветреный, как паразит, то есть сегодня с тобой, завтра в другом городе, и вообще врет. У него 3 семьи, 5 кредитов, 2 детенка, говорю, 2 ребенка. 7 кубков — это не про мечты, это про иллюзии. Он вот будет рисовать тебе замки на песке, а ты будешь верить. Ну, помнишь, да? Вот эта вот волна, как смывает вот эти замки. А верить будешь, потому что тебе ярких красок хочется. Ты же у меня солнечная вся такая. Знаешь, чем это все закончится? Он смоется при первых же трудностях. И ты сама поймешь, что он не рыцарь, а клоун в доспехах. За деталями следи. Не звонит, если там, когда обещал, да, планы меняет, говорит расплывчато. Это все вот эти вот ред флаги, да, красные флаги. Не влюбляйся в фантазию в своей голове. Проверь, что за человек. С друзьями с его познакомься. Посмотри, как он себя в быту ведет. Если он избегает реальности, просто беги. Твоя задача — голову не потерять. Как ты проворонить все это можешь? Ну, все просрешь, если продолжишь себя накручивать. По 9 мечей — это ты вот твои страхи, ночные кошмары, придумывание худших сценариев из-за денег или из нового мужика. У тебя знаешь, вот как будет? А вдруг этот проект провалится? А если он меня кинет? И вот так вот по кругу. То есть паранойя съест твою энергию. Понимаешь? То есть 9 мечей съест твоего туза жезлов. А туз жезлов — это шанс начать действовать. Но ты его можешь вот проворонить, если будешь сидеть сложа руки. Вместо того, чтобы там, как сказать, анализировать риски, ты просто застрянешь в страхах. Будешь неделями сомневаться, а там уже и тебя в проект не пустят. И так далее. Или рванешь в авантюру без плана. Знаешь, если
в отношения бросишься вот с этим криком, да, «Любовь зла, полюблю сейчас козла», то потом будешь разгребать последствия. Потому что у тебя еще в голове есть такая: «Сколько мне лет, когда же я еще другого мужика найду?» Вот это вот девятка мечей понеслась на вот этой, как его, на карусели твоих иллюзий. Блин, а кто ж мне воду подаст-то в старость? Знаешь, мужики быстрее женщин умирают, поэтому никто. Или твои дети. Или нет, вот ты еще так можешь. Надо детей срочно мне, чтобы воду мне подавали. Откуда ж ты такая водохлебка взялась-то? Воду, 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 воду. Роботы вон, видишь, посмотри новости, роботы везде, воду подадут. Поэтому любовь не зла, козла не полюбишь. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик и помни всегда, что дед за тобой следит, и он всегда рядом. Вот тут вот за стенкой я.